Теперь рассмотрим установку Unikit в ваш проект. Подробная инструкция по установке приведена в официальном репозитории фреймворка. И кстати, раз уж мы на GitHub, если нравится проект, поставь звезду. Она прямо вот здесь. Это сейчас самый простой способ поддержать проект. Чем больше звезд, тем выше Unikit в поиске GitHub и тем больше разработчиков о нем узнают. Поехали ставить. Опа, очень просто. Во-первых, это npm пакеты, это значит, что вам нужно установить Node.js. Переходим на официальный сайт, скачиваем Node.js для вашей платформы, устанавливаем. После этого необходимо скопировать команду. Вот npm install unikit AI. Копируем. Теперь открываем терминал и вставляем нашу команду. И ждем окончания установки. Следующее, что нам нужно сделать, это создать наш проект в игровом движке. Я буду показывать на примере Unity. Я уже создал демонстрационный проект и скопировал в него свои основные фреймворки, такие как R3, Unitask, Zenject и так далее. Сейчас я более подробно расскажу, как устроена структура папок в проекте, потому что одно из стандартных правил в Unikit как раз описывает эту структуру. Здесь у меня следующая структура папок. Есть папка Game, в ней есть папка Scripts, и именно в нее я копирую весь свой код, который у меня группируется по фичам. Также в этой папке находится папка со сценами, и здесь же можно создавать папки с префабами, с конфигами и так далее. Все, что связано с игрой. Также есть отдельная папка с модулями. Модулем может быть система инвентаря, система показа рекламы, система аналитики и так далее. Модули можно переносить из проекта в проект. Обычно они содержатся здесь в отдельной папке и имеют свой отдельный assembly definition. Также отдельная папка под сторонние ассеты. Также нам необходимо установить MCP сервер для нашего движка. На Git странице указаны MCP, которые поддерживаются фреймворком. Для Unity это Unity MCP. Переходим на страницу фреймворка. И здесь можно скопировать вот эту ссылку для установки в Git. И с помощью Package Manager мы можем установить MCP сервер. Я его устанавливать не буду, он уже у меня установлен. Он у нас появляется во вкладке Windows MCP for Unity. И здесь нужно стартовать сервер. Стартуем сервер. У нас в консоли поднимается веб-сервер для MCP. И все. На этом базовая настройка Unity у нас закончена. Дальше нам необходимо установить в наш проект Unikit. Для этого мы пишем команду unikit AI init. Здесь нам предлагается выбрать агенты, которые мы будем использовать в проекте. При этом можно выбрать несколько. Я выберу Cloud-код и Codex. Сейчас очень популярна связка, когда Cloud-код используют для написания кода, а Codex используют для ревью. Жму Enter. Дальше предлагается выбрать движок нашего проекта. Выбираем Unity. На следующем экране предлагается выбрать кастомный регистр правил. Если у вас в текущем моменте нет своего регистра правил, поэтому здесь ничего не вводим, просто жмем Enter, и будет использован официальный репозиторий с правилами. Дальше нам предлагают выбрать MCP сервера для нашего проекта. Context 7 используется для запроса актуальной документации во время написания кода, а также для создания новых правил проекта. И предлагается выбрать MCP сервер для связи с нашим движком. Жмем Enter, и все, Unikit установился в проект. Теперь посмотрим, что произошло в папке с нашим проектом. Во-первых, создались папки .clot и .codex. Папка .clot содержит папку с сабагентами и со скиллами. И аналогично папка codex тоже содержит свои скиллы. Таким образом, мы видим, что для каждой конфигурации агента создаются свои независимые скиллы. И они могут работать независимо друг от друга. При этом дополнительно создается папка .unikit. И в этой папке будут находиться правила проекта, планы, исследования и так далее. И таким образом можно использовать в одном проекте несколько агентов, и они будут пользоваться одинаковыми знаниями. Также был создан конфигурационный файл .unikit.json, о нем мы поговорим позже. При этом я крайне рекомендую устанавливать все MCP сервера, которые используют фреймворк, потому что оба MCP сервера требуются для корректной работы фреймворка. Теперь рассмотрим, как можно обновить фреймворк. Сейчас у нас актуальна версия 1.0.1 и, допустим, вышла версия 1.0.2. Как выполнить обновление? В первую очередь нужно выполнить обновление самого фреймворка. Для этого есть команда unikit AI self update.
Запускаем. Все, фреймворк сам обновится до последней версии. Дальше нам необходимо в каждом проекте, где требуется это обновление, обновить все скиллы, правила и так далее. Для этого есть команда unikit AI update. Здесь что важно сказать, вот эта команда, она перезатирает все скиллы, которые есть в проекте, она их обновляет на новые. Поэтому категорически нельзя вносить ручные правки в скиллы и сабагенты. При этом вносить изменения правила core и stack можно, и вот эта команда update, она их обновлять не будет. Если вам нужно перезаписать правила принудительно, несмотря на ваши ручные изменения, у апдейта есть флаг force. В этом случае принудительно будут заменены как скиллы, так и правила. Будут полностью перезаписаны. Также, если мы забыли команды, какие есть, можно просто ввести unikit AI, и появится подсказка со всеми базовыми командами. Вот я говорил, что ни в коем случае нельзя делать ручные правки скиллов. При этом фреймворк предоставляет два механизма для внесения изменений в скиллы фреймворка. Первый механизм — это скилл контекст, а второй механизм — это система расширений. Вы можете создать специальный аддон, который разместите в своем Git-репозитории. Через эту команду вы можете этот аддон установить. И этот аддон будет позволять вам изменять скиллы, инжектировать в них дополнительные промпты, в начало, в конец и так далее. И таким образом вы можете скиллы менять. И когда расширение будет установлено, при каждом обновлении оно будет устанавливаться каждый раз заново. И таким образом все ваши правки системы расширений будут вноситься в скиллы. Но эту тему мы рассмотрим дальше, более подробно. Теперь можно запустить код и проинициализировать проект. Первое, с чего нужно начать, это с запуска скилла unikit. Этот скилл, он проинициализирует весь проект, посмотрит, какие фреймворки, плагины уже подключены к вашему движку и создаст все необходимые правила, конфигурации и так далее. Без запуска этого скилла система работать нормально не будет, поэтому этот шаг пропускать ни в коем случае нельзя. Этот скилл можно запустить просто так, без какого-либо описания. Рекомендуется этому скиллу задать описание вашего проекта. Самый простой вариант — просто написать небольшой промпт. Например, мы делаем 3D-шутер, у которого будет кампания, режим выживания и королевская битва. Но для получения качественного результата крайне рекомендую передавать сюда подробную техническую документацию проекта. Как это у нас происходит? У нас геймдизайнер вначале разрабатывает геймдиз документ для игры, где простыми словами описывается, что из себя представляет игра, какой ее мир, механики и так далее. После этого я как разработчик читаю этот геймдизайн документ и начинаю представлять, какие инструменты мне потребуется, то есть как конкретно я буду реализовывать механики в игре. Потому что разные механики можно реализовать абсолютно по-разному. Во-первых, нужно выбрать, какая архитектура будет у проекта. Это будет ООП или ECS. Если я делаю искусственный интеллект для своих врагов, то есть как я буду реализовывать. Буду писать что-то сам или возьму уже готовые ассеты для Behavior 3, State Machine и так далее. То есть вот это все требуется предварительно продумать. Я составляю какой-то список инструментов, технологий, которые мне потребуются, и начинаю дальше думать, как они будут взаимодействовать между собой. То есть это будет удобно их использовать вместе или нет. Если неудобно, то какой инструмент я могу заменить на другой, чтобы взаимодействие было более удобное. То есть вот это все я как разработчик, я продумываю предварительно, и дальше я составляю уже большой MD-файл, где я описываю игру и механики с точки зрения уже технической разработки. Потому что если мы не продумаем это сами, то агенту придется это продумывать самому, и не всегда этот результат нам понравится. И чем лучше начальная документация, тем более качественный результат можно получить от работы с Unikit. Маленькая пауза. У меня есть телеграм-канал про разработку игр на Unity. В нем я пишу про архитектуру, подходы в разработке игр и внедрение AI в геймдев. Там же обновление Unikit и кейсы из моих проектов. Если интересно, ссылка в QR-коде, а также под видео. Подписывайся! Я для демонстрации работы в Unikit как раз подготовил такой геймдизайн документ. Правда, он без описания технических деталей, мы пойдем по более упрощенному пути. Я его, естественно, сгенерировал с помощью ИИшки, но в реальной работе мы делаем это сами. И здесь, получается, мы будем делать 3D top-down шутер в стиле roguelike для мобилок. Здесь у нас описывается концепция setting,
какие платформы, как у нас будет работать управление камерой, какой игровой цикл и так далее. Теперь этот геймдизайн документ я передам в Unikit для инициализации нашего проекта. Для этого я копирую путь файла и вставляю его сюда, в skill Unikit. Дальше предлагается выбрать язык. Я выберу русский язык. Что должно быть переведено на русский? Я обычно выбираю общение и артефакты. Что этот выбор означает? То есть, во-первых, мы будем общаться с агентом на русском языке, и те артефакты, которые он будет делать, он тоже будет делать на русском. Но есть нюанс. То есть вот сами документы, допустим, правила, исследования, планы. Вот исследования, планы, они будут на русском языке, но специфичная терминология, она переводиться не будет. За это отвечает отдельный параметр в конфиге. Я дальше покажу, как его можно вручную поменять. Выбираем общение и артефакты. Сейчас на этом этапе Skill сканирует наш проект и ищет, какие фреймворки плагины были установлены. И на основе результатов этого сканирования он предложит либо скачать правила с удаленного регистра, либо сгенерировать их заново. Дальше нам задается вопрос про архитектуру нашего проекта. Нам предлагают выбрать либо ООП, атомарный подход, ECS, либо можно написать что-то свое. Мы выберем ООП. Дальше он спрашивает, будем ли мы использовать сетевую архитектуру. Здесь можно выбрать Photon Fusion 2, Netcode. Здесь я хочу отметить, что вот этот скилл Unikit, он уникальный под каждый игровой движок. И в зависимости от того, какой движок мы выбрали при инициализации, тут будет абсолютно разные алгоритмы, разные вопросы задаваться. Мы выбираем нет, мы сетевую игру делать не будем. Спрашивает, какие async паттерны будем использовать. Я выберу Unitask и подтверждаю свой выбор. Теперь он спрашивает про дополнительные фреймворки. Сейчас он, получается, просканировал то, что у нас в проекте есть, и он спрашивает, а будем ли мы устанавливать что-то еще. Ну, давай напишем, будем использовать addressables. Dotwin, думаю, тоже будем использовать. Давай CineMachine. Ну и все, достаточно. Здесь через запятую можно указать любые фреймворки, плагины, которые мы будем использовать в будущем. На этом этапе он нам предлагает, какие правила нужно сгенерировать. Во-первых, он говорит, что он произвел сканирование проекта и нашел такие технологии. И то, что мы ввели руками 4 фреймворк. И спрашивает, нужно ли нам создавать эти правила. Я вот all выбирать не буду. Я выберу второй вариант, когда он у меня спросит, какие конкретно правила я хочу выбрать. И он тут мне предлагает выбрать цифрами. Я вот такой набор правил хочу сгенерировать. Подтверждаем этот выбор. Дальше он задает вопрос, как создавать эти правила. Во-первых, он говорит, что 10 правил из 11, они найдены в официальном репозитории. Input System, Aspect NVVM и так далее. А одного правила по NavMesh, этого правила нет. И он спрашивает, что сделать. Первый вариант это миксованный, то есть 10 правил он загружит из официального регистра, а один создаст прямо сейчас локально. Либо можно выбрать, что не будем ничего из официального регистра грузить, давай генерируй все заново. Я обычно выбираю первый вариант, то есть то, что есть в удаленном регистре, мы загружаем, чего нету, мы генерируем заново. Наш скилл закончил подготавливать наш проект. И вот он нам написал отчет, что он создал конфигурационный файл, что он создал описание проекта в папке Unikit, создал файл с архитектурой, создал правила стека с такими именами, и он нам дальше предлагает сделать план, имплементировать его, сделать ревью, настроить правила. Пишет, готов работать. Далее рассмотрим, какие реальные изменения в проекте сделал скилл Unikit. Первое, что мы рассмотрим, это папка .unikit. Во-первых, здесь созданы два новых файла, архитектура.md и description.md, а также файл конфигурации. Файл архитектура содержит базовую информацию об архитектуре нашего проекта. Здесь краткое описание нашей игры, какой технологический стек используется, какая структура папок проекта и так далее. Этот файлик, он будет дополняться по мере развития проекта. То есть, когда мы запускаем выполнение задач по нашему пайплайну фреймворке, этот файл будет регулярно актуализироваться на всех этапах работы фреймворка Unikit. Теперь давайте рассмотрим файл описания. Ну, тут тоже краткое описание проекта.
Оно уже больше касается не архитектуры, не технической части, а вот какие там core механики есть и так далее. Также у нас есть файл конфигурации config.yaml. Давайте посмотрим, что там внутри. Первый блок — это раздел языковых настроек. В частности, здесь находятся те настройки, которые мы выбирали при запуске Unikit. Он у нас спрашивал, на каком языке с нами общаться и на каком языке генерируются артефакты. И вот как раз вот UI — это как раз язык общения, артефакт — это язык артефактов, и дальше есть еще две дополнительных настройки. Во-первых, это язык правил. Этот параметр можно изменить только вручную в конфиге, и он отвечает за язык наших правил. То есть вот те правила стека, которые генерирует наш фреймворк, этот язык будет браться из этого параметра. Несмотря на то, что мы выбрали артефакты на русском языке, мы можем переопределить язык для генерируемых правил. Также здесь есть параметр, который указывает, что различные технические термины типа API, prefab, shader и так далее, мы их не должны переводить. Также есть блок workflow, мы его рассмотрим позже. И есть блок для работы с гитом. То есть Skill автоматически детектирует, настроен ли у нас гит или нет. У меня гит-репозиторий уже настроен. И он выглядит таким образом. То есть есть основная ветка main, куда будем сливать релиз. Есть ветка development, от которой разработчики будут создавать свои ветки с фичами, с багфиксами и так далее. И так как у нас настроен гит, то Unikit его детектировал и поставил флаг true, что у нас в проекте используется гит. Base branch, здесь указан main, я поставлю development. Этот параметр влияет на создание плана. Когда мы будем создавать план в нашем фреймворке, мы можем выбрать два режима: full или fast. Если мы выберем режим full, то от той ветки, которую мы здесь укажем, будет создана новая ветка с фичой. Так как я в текущем демо-проекте буду создавать фичи от вебки development, то, соответственно, я main меняю на development. Вот этот параметр, он говорит о том, что нужно ли во время планирования создавать новую ветку. По умолчанию это значение true. То есть, когда мы выберем полный режим, будет создаваться новая ветка от development. Это поведение можно выключить. Если мы поставим false, то новые ветки создаваться уже не будут. Мы оставим true. Здесь указывается префикс для ветки нашей новой фичи. Тоже можно переделать на другой. Вот этот флаг позволяет отключить push в репозитории после коммита. Я склонен ставить здесь true, потому что мне не всегда требуется push в ветку, когда я сделал коммит. То есть с этой штукой мы столкнемся, когда мы будем выполнять план. И если мы здесь оставим false, то он будет нам постоянно предлагать после коммита сделать push. Дальше наш skill Unikit создал правила проекта. Они находятся в папке memory. Здесь у них происходит деление на две папки core и stack. Давайте посмотрим, что находится в папке core. Здесь у нас находится 5 правил. Это код style, принципы архитектуры проекта. Также есть отдельное правило для описания структуры папок, отдельный файл с рекомендациями для производительности проекта и правила для фреймворка тестирования. Давайте откроем правила для папок. Здесь вот как раз вот описаны те правила структуры папок, о которые я рассказывал во время инициализации проекта Unity. То есть здесь эти правила папок, они заточены именно под мой стиль. Вы можете их переписать на те, которые вам удобно. Переписать и сделать с этими правилами свой отдельный удаленный репозиторий. И при инициализации Unikit в проекте использовать свой репозиторий с правилами. Как это сделать, мы рассмотрим уже после обзора пайплайна работы. При этом данные core правила удалять не рекомендуется, но все core правила вы можете определить на свои собственные. Также наш skill сгенерировал стек правила. Это правила под различные модули и фреймворки нашего движка. Например, здесь есть правила для адресаблов, для Cinemachine, Dotwin и так далее. Все эти правила объединяются с помощью так называемого индекса правил. Он находится в папке memory file rules index. Посмотрим, что у него внутри. Здесь у нас содержится индекс правил. Этот индекс используется всеми скиллами Unikit для доступа к динамической памяти. И вот в этом блоке приоритетов здесь описан порядок применения правил. Здесь самая важная суть, что у нас есть файлик rules.md, в котором могут быть всякие различные правила, которые не относятся, они могут относиться ко всему, и к core, и к стеку, но это более обобщенные правила проекта, да. И если правила в этом файле, они противоречат правилам из core и stack, то правила из rules.md, они выигрывают.
То есть они переопределяют нижестоящие правила. И также в этом индексе у нас содержатся ссылки на все правила из Core и из стека. И когда какому-либо скиллу из фреймворка Unikit требуется подгрузить правила, которое требуется под его задачу, этот скилл вначале читает вот этот индекс, и в зависимости от описания каждого правила, скилл сам понимает, какое правило ему прочитать нужно и какое не нужно. И таким образом работает динамическая память. После инициализации нашего проекта у нас уже накопилось достаточно файлов, чтобы их закоммитить в наш репозиторий. И тут к нам на помощь придет скилл Unikit Commit. Он проанализирует, какие файлы были изменены в нашем репозитории, автоматически их разобьет на логические группы и сам напишет для них комментарий. Предварительно я бы хотел показать, как у меня устроен gitignore, что я коммичу, а что нет в плане фреймворка Unikit. Как устроен мой gitignore? Ну, у меня стандартный шаблон для Unity. И я в конец добавляю вот такой блок Unikit. Из него исключаю тудушки, планы различные, индекс исследований, патчи, исследования и так далее. И теперь можно просто запустить скилл Unikit Commit, и он сам сделает анализ, что нужно коммитить, и напишет нужные комментарии. Вот он выдал первые результаты, и он нам предлагает варианты. Закоммитить все одним коммитом, либо разделить на два коммита. Я выберу второй вариант. И он мне сейчас подготовит два коммита и подготовит их описание. Скилл закончил свою работу, он сделал два коммита, и обратите внимание, что написано push не запрашивает, так как мы в конфиге указали git skip push в значении true. Теперь посмотрим, как это реально выглядит. Вот я открыл редактор, здесь я вижу, что я на ветке dev нахожусь, и вот он сделал два коммита. Он сам разделил файлы в коммитах и добавил нужные комментарии, что было изменено. Это очень удобная фича, и она прям сильно очень много времени экономит. Благодаря этому скиллу я теперь больше, ну в 90% случаев я просто не захожу вот во всякие Source 3 и не делаю ручные коммиты. На этом все. У тебя сейчас полностью настроен Unikit, и проект готов к AI-разработке. В следующем видео покажу, с чего реально начинается работа в Unikit. Возьмем GameDiz документ и превратим его в дорожную карту. А потом из нее соберем техническую документацию по фичам. И если хочешь поддержать проект финансово, бусти в описании. Увидимся в следующем ролике.